Иногда путешествия получаются непредсказуемыми. Планировали национальный парк Акадию в штате Мэн, а получилась содержательная поездка по Новой Скошии в Канаде. Но парк Акадию мы все же посетили. Из Нью-Йорка в штат Мэн, где расположен заповедник Акадия, 8 часов езды, а если с остановками и не торопясь, и того больше. Парк раскинулся на острове Маунт-Дезерт и занимает почти половину его территории, а также архипелаги малых островов, прилегающих к нему. Акадия – это не только побережье океана, это и горы, и мощные леса, озера, реки и пруды. Все это многообразие ландшафта можно объехать на машине по так называемым Scenic Roads – живописным дорогам, которые, кстати, спроектировал и профинансировал Джон Рокфеллер-младший. Мы так и поступили, проехали заповедник вдоль и поперек, останавливаясь в самых живописных местах и наслаждаясь красотой дикой природы. Эта бухта, в которой сейчас я нахожусь, она называется Seal Harbor или Seal Cave. Видимо, это какой-то вариант норвежского фьорда, потому что береговая линия сильно-сильно изрезана. Глядя на карту, можно заходить из залива в заливу или из фьорда в фьорд. И этот фьорд, видимо, именно этот фьорд, вот где я сейчас стою, видимо, изобиловал морскими котиками. Но вот именно сейчас, в данный момент, большущий отлив. И я стою, можно сказать, на дне океана. И вдыхая этот запах морских глубин, вот наслаждаемся этой погодой, которую нам подарила Акадия. А еще здесь находится 26 горных вершин. Самая высокая из них – гора Кадиллак, куда очень удобно проложена шоссейная дорога. И мы, конечно же, не упустили шанс подняться на эту вершину. И, о боже, вы только поглядите, какой вид отсюда! Перед нашими глазами раскинулся залив Бар-Харбор. Картина словно написана рукой художника. Я сейчас стою практически на самой большой вершине восточного побережья. И эта гора Кадиллак, она находится практически в самом-самом начале настоящего земного чуда. За мной целый архипелаг, за которым уже наверняка видна Канада. Немного истории. Первые артефакты, которые здесь нашли археологи, радиоуглеродный анализ датирует 5000 лет назад. Коренные жители-индейцы занимались собирательством, рыболовством, охотой в этих именно местах. А первые поселенцы, европейские, долго спорили об этой территории. И в правовое поле между французами и англичанами, конечно же, вошли англичане. Вот этот национальный парк является одним из самых первых на территории Америки. В 1919 году он был основан как национальный парк восточнее реки Миссисипи. Мы приехали практически в самый разгар
осени, когда уже температуры начали стремительно падать, ветры берут свое. Арктика напоминает о себе таким пронизливым вихрем, то и дело налетая и мешая сосредоточиться. Но по обилию впечатлений от воды, от гор, от приливов, от вот этой биосферной перенаполненности мы, конечно же, получаем очень большое удовольствие. Кстати, гора Кадиллак – это первая точка, где США встречает рассвет солнца с октября по март. А в ясную погоду отсюда можно увидеть горы канадской провинции Новая Шотландия, Нова-Скошия, которые расположены на расстоянии примерно 100 миль отсюда. Живописная местность привлекает миллионы туристов, как говорится, и по воде, и аки по суху. Неудивительно, что в заливе часто останавливаются круизные корабли, давая возможность своим пассажирам насладиться этими захватывающими видами. Пока мы любовались величественной панорамой залива, рядом на паркинге началось необычное оживление. Машины прибывали и прибывали, и вскоре весь паркинг был забит под завязку, а поток их не иссякал. Как оказалось, в день осеннего равноденствия со всех концов США сюда на гору Кадиллак съезжаются любители астрономии со своими телескопами. Это ежегодное мероприятие посещает огромное количество фанатов звездного неба. Притом каждый привозит свой собственный телескоп. И, честно говоря, я впервые видела такое количество телескопов в одном месте, притом самых разных размеров и мощностей. Вот так совершенно случайно мы впервые попали на фестиваль ночного неба Акадии, который возник в результате энтузиазма местного сообщества. В течение десятка лет его существования фестиваль ночного неба стал известен и популярен далеко за пределами штата Мэн. Самое интересное началось, когда стемнело. Небо внезапно очистилось от туч, и звезды яркими кристаллами замерцали на небесном куполе. Мы переходили от телескопа к телескопу и в каждом окуляре могли увидеть и приблизиться к далеким планетам и созвездиям, которые едва угадываются на вечернем небе, а уж в больших городах и вовсе невидимы для человеческого глаза. Так что сюда стоит приехать, даже если нет наличия собственного телескопа. Дружелюбные астрономы-любители дадут посмотреть в объектив, да еще и расскажут всю подноготную о небесных телах и светилах. Постепенно народ стал разъезжаться, да и я спряталась в машине. На горе ночью реально было очень холодно. Пуховая куртка не спасала. И, открыв в телефоне специальное приложение, я могла изучить, какие именно созвездия и планеты сияют у нас над головой. И вот пришла пора, как говорится, спуститься с небес на землю. Ночь уже вступила в свои права, и нам пришлось возвращаться в длинной кавалькаде машин. А вдалеке, над горизонтом, еще оставались алые отсветы лучей зашедшего солнца. Спонтанное решение рвануть в Канаду пришло прямо с колес. Вот мы еще в штате Мэн, а через мгновение уже на пароме, плывущем к острову Новая Шотландия, Нова-Скошия, которая является провинцией Канады. Паром – это гигантский многоэтажный корабль, чем-то похожий на круизный. В его трюме тихо отдыхают автомобили, а верхние этажи предоставлены для туристов. На самой верхней палубе можно ехать с ветерком, слизывая с губ соленые брызги. Ну а для тех, кто любит уют и тепло, предоставлены нижние этажи, хотя и без отдельных кают. Для любителей виртуального мира предоставлен целый компьютерный зал. Им-то я и воспользовалась, выискивая интересную информацию о Новой Скошии. В каждом маломальском уголке парома притаились всевозможные кафешки, так что не успеешь изголодаться или умереть от жажды. Можно хорошо устроиться компанией за столиками или в мягком кресле посмотреть телевизор.
Одним словом, на пароме есть выбор на любой вкус. Время поездки пролетело незаметно, и вот уже показался берег Новой Скошии. С верхней палубы парома мы наблюдали, как швартуется судно, ну а затем спустились в трюм к машине. Время двигаться вперед. В длинной кавалькаде машин медленно, как с чрева сказочного кита, мы выбирались на берег. И вот мы уже на канадской земле. Приключения продолжаются. Ну и, конечно же, мы решили объехать Новую Скошию вдоль побережья. Возможно, и не всю, но постараться охватить большую ее часть. Полуостров Нова Скошия – это вторая по площади провинция Канады, и она со всех сторон окружена водными просторами. Заливом Святого Лаврентия на севере, заливом Фанди и заливом Мэн на западе и Атлантическим океаном на востоке. Ну и, конечно же, мы не преминули запустить полет наш дрон и поймали лучи восходящего солнца. На южной точке Новой Шотландии находится один из самых живописных ее пляжей – The Hawk, ястреб в переводе. Он был назван в честь одноименного парусника, который напоролся здесь на скалы еще в далеком XVIII веке. Вообще, в те времена остров Сейбл, на котором раскинулся ястребиный пляж, называли кладбищем кораблей. Здесь нашли свое последнее пристанище сотни парусников. Кто-то напоролся на острые скалы, кто-то сел на мель. Так и остались они здесь навсегда, медленно погружаясь в пучину. А в наши дни Хок-Бич считается одним из самых красивых пляжей Новой Шотландии и местом гнездовья перелетных птиц. А это маленький городок Шелборн на побережье. Здесь мы отведали свежайшее еще только из печки овсяное печенье и снова запустили в полет наш дрон. Изюминка этого города – сохранившиеся в первозданном виде старинные постройки XVIII века, а то и более ранние. И само собой разумеется, что Шелборн стал местом съемок ряда исторических фильмов и сериалов. Город располагает 3 музеями, а в его пригороде размещается Центр наследия чернокожих лоялистов. Также в Шелборне ежегодно проходит фестиваль омаров и флюгеров. Луненбург. Прекрасный городок с немецким акцентом. Очень красивенький, и хочется здесь все обойти, так что нет времени, пока я пошла смотреть. А еще хочется пивка попить, немецкого. Прогулка по городу началась с осмотра местных достопримечательностей. Сначала мы поздоровались с капитаном Сеймуром Фогом. Представляешь? Мы приехали из самого Нью-Йорка. Затем изучили череп кита. А это гарпун, вернее гарпунная пушка. Вот такими орудиями были оснащены китобойные судна, начиная с XVIII века. А их использование запретили в Канаде лишь в 1972 году. Луненбург был основан в 1753 году
и в наши дни он является наилучшим сохранившимся образцом британского колониального поселения. За 3 столетия существования городок сохранил свою первоначальную планировку, общий вид, самобытность, деревянную архитектуру домов. Поэтому старый город Луненбурга признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. И вы только поглядите на эти яркие, красочные, сочные домики. Традиция красить дома в яркие цвета пришла с XVIII века, когда капитаны рыболовных судов красили свои дома в такие же оттенки, как и лодки. Поэтому, когда корабли возвращались в гавань, сразу было видно, чья лодка вернулась, а чья еще в пути. В центре города установлен мемориал в память о погибших рыбаках. На черных гранитных стелах высечены имена тех, кого поглотили волны Северной Атлантики. А это знаменитая шхуна Blue Nose, Синий нос, вернее ее реплика. Шхуна Blue Nose была построена здесь, в Луненбурге, и спущена на воду в 1921 году. Шхуна выполняла двоякую роль для рыболовного промысла, но главное, что ее прославило, это участие в гонках рыбацких шхун. Одержав в этих соревнованиях 4 раза победу, она получила прозвище «Королева Северной Атлантики». В наши дни Blue Nose стала неформальным символом Новой Скошии и местом паломничества туристов. Ее изображение наносится на монеты и на почтовые марки. А завершили мы свою прогулку в очень приятном ресторанчике, где наконец-то отведали пиво. Но это уже другая история. Любой город лучше всего изучать ногами. Так быстрее научишься ориентироваться в незнакомом пространстве и ощущать дух местного колорита. Поэтому, как только мы приехали в Галифакс, поискав хорошее место для парковки, сразу же отправились пешком по улицам. Город был основан в 1749 году, и с первых же шагов по местным улицам мы сразу наткнулись на старинное кладбище, датированное 17 веком. Вообще старинных зданий здесь много, и они очень хорошо сохранились. В городе присутствует множество архитектурных стилей, охватывающих 4 столетия застройки. От французской колониальной 16-17 века, тесно переплетенной с голландским стилем 17-18 века. И совсем не удивляет, как в этот микс хорошо вписываются современные здания из бетона и стекла. Галифакс – столица Новой Шотландии, ее экономический центр, а еще здесь находится одна из крупнейших и самых глубоких незамерзающих естественных гаваней. Поэтому город Галифакс с давних времен является одним из важнейших торговых портов Атлантического побережья. Но изюминкой, дошедшей к нам в первозданном виде из средних веков, является цитадель. Крепость раскинулась на высоком холме, откуда хорошо видна и гавань, и городские кварталы. Постройка цитадели была начата в 1749 году, а закончена где-то в середине XVIII века. Долгое время ее пушки охраняли стратегически важную гавань от нападения от врагов. Форма крепости с высоты птичьего полета напоминает звезду, и спроектирована она была таким образом, чтобы отражать атаки со всех сторон, как с земли, так и из воды. В наши дни цитадель стала музеем под открытым небом. Здесь реально можно почувствовать дух времен. В полдень поприсутствовать на церемонии стрельбы из пушки. Увидеть смену караула. Зрелище, конечно же, интересное, но больше всего мне понравились красные клетчатые носки на ребятах. Эх, жалко, что не прикупила себе такую красоту.
Ну и, конечно же, здесь всегда можно послушать заунывную шотландскую волынку. Накрапывающий дождь и сырая погода погасили наше рвение бродить по Галифаксу, и мы решили ехать дальше, на север Новой Шотландии, чтобы увидеть первозданную и дикую красоту природы этого края. А потом вечером в маленьком придорожном кафе мы наслаждались музыкой. Уже давно была съедена пицца и убраны столы, но нам никак не хотелось уходить, так было хорошо и уютно на душе. Мы купили диск с записями у этого местного музыканта, и по сей день его песни следуют за нами по всем дорогам и направлениям. Where's this being broadcasted at? YouTube or Facebook? Hi, Facebook. I'm gonna try another Stan Rogers tune. This is one of my favorite tunes. This is probably the most used anniversary song in these parts. You guys been married a long time? One here for our 26th anniversary. Happy anniversary. Nice. You guys? You just met 7 years. 47? Wow. Cool. You guys? 12. 12. 32. Senior. What's your name again? Irene. I'm Tom's daughter. Дальше наш путь пролегал на север Новой Скошии, национальный парк Кейп-Бретон Хайлендс. И опять мы проехались на пароме. Совсем маленький и короткий маршрут через залив Ингониш. Hello, hello. How are you? Very good. I'll be a lot better by 6 tonight. From New York? From New York. Thank you so much.
И вот мы уже на знаменитой дороге Кэбот Трейл, которая ведет нас по самым живописным местам острова к национальному парку Кейп Бреттон Хайлендс. Простирается Кэбот Трейл на 298 километров, в основном вдоль побережья острова. И самым впечатляющим его отрезком является 110-километровый участок, где горы встречаются с океаном. Заповедник Кейп Бреттон Хайлендс был первым из 42 национальных парков в атлантических провинциях Канады. Его площадь составляет 948 квадратных километров. Особенностью заповедника являются заросшие деревьями речные каньоны, которые врезаются в древнее плато. На территории парка встречается несколько видов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц, животных, а также реликтовых растений. Здесь найдены популяции растений, оставшихся со времен последнего ледникового периода. Но самым притягательным местом для туристов, конечно же, является побережье, где со смотровых площадок можно увидеть разные виды китов. Сюда подплывают дельфины, тюлени и другие морские жители. Мы находимся на берегу одного из заливов, который называется Нейлс Харбор. Этот залив расположен на Кейп Бреттон Хайленд National Park. Сейчас на этой площадке очень много людей, которые хотят увидеть китов. К сожалению, в тот день нам не посчастливилось увидеть ни китов, ни даже дельфинов. Оставалось любоваться суровой и величественной красотой Северной Атлантики. Мы наконец-то доехали до этого места, которое на карте обозначено как Мидкав. Мидкав – мясная бухта. Это самая северная точка острова, а название свое получила в далекие времена, когда этот район использовался охотниками для разделки туш животных. Погода, конечно же, нам сопутствует, дождь прекратился, но все-таки хотелось бы немножечко больше солнца. Уже достаточно и прохладно, и ветрено. Ну а дальше дорога змеилась вдоль Кэбот Трейла, давая возможность нам продолжать любоваться тем, как горы встречаются с океаном. До того, как британцы заселили эту местность, индейцы племени Микмак называли ее Вагабагитик, что означает «конец водного потока». Новое название города было дано британцами в честь города Трура в Корнуолле, Британия. Сначала здесь жила небольшая фермерская община. А 1875 год является официальной датой основания города. Трура раскинулся на стыке трех рек – Салмон – Лососевая река, Норс – Северная река и Шубинакади – труднопроизносимое индейское название, что, как ни странно, означает «земля дикой репы» или «земля, где растет дикий картофель». В любое время года в город Трура стекаются толпы туристов. Не только поглядеть на старинные кварталы, а и увидеть собственными глазами природный феномен приливных волн. Прямо в черте города можно наблюдать это эффектное явление, когда река Салмон меняет направление течения несколько раз в день. Зрелище это интересное и захватывающее, и, кстати, приливная волна возникает не в каждой реке. Для этого необходимы несколько условий. Первое – почти ровное русло. Второе –
Русло реки должно находиться выше уровня отлива, тогда приливная волна резко растет. И третье, река должна быть достаточно мелкой. Река Салмон обладает всеми этими тремя качествами и впадает в залив Кабеквит. Когда в заливе начинается прилив, то поверх воды реки со стороны залива идет приливная волна. Таким образом создается ощущение, что река меняет свое направление. А еще здесь пункт наблюдения за птицами. Водная стихия привлекает их в многочисленные стаи, а любители крылатых созданий могут вслазь наблюдать не только за приливами и отливами, но и за жизнью пернатой фауны. Если продолжить тему о необычных приливах, то в Новой Скошии существует еще одно место, где они уникальны. Это рыбацкая деревушка Сан-Мартин, примостившаяся на берегу залива Фанди. Именно здесь происходят самые высокие приливы в мире. Вода в этом месте поднимается иногда до 16,5 метров. Это высота 4-этажного дома. Такие большие перепады уровня воды обусловлены многими факторами. Например, уникальной формой побережья залива Фанди, резонансной структурой его морского дна, условиями дренажа рек, впадающих в залив и так далее. Мы добрались к Сан-Мартину ближе к закату, как раз во время отлива, что позволило побродить по дну океана, заглянуть в пещеры, обычно скрытые под водой, полюбоваться отражением скал в лужах, оставшихся после отлива. Подумать только, когда вода возвращается, то все эти причудливые скалы исчезают, и на поверхности остаются лишь их макушки, густо заросшие рябиной и елками. В тот день нам реально пофартило увидеть своими глазами то, что обычно скрыто под толщей воды. А еще встретить исключительно феерический закат. Свое недельное путешествие по Новой Скошии мы завершали в Ирвин-парке, недалеко от города Сент-Джон, почти у границы с США. Этот природный парк был открыт в 1992 году для защиты важных экологических систем и сразу стал фаворитом у местных жителей, да и туристам здесь есть где разгуляться. Парк занимает территорию в 243 гектара. 243 гектара лесов, болот, пляжей, прибрежных скал и океанских волн. В парке проложены прекрасные дороги, построено множество смотровых площадок и даже есть лабиринты в натуральную величину. Забава для детей и взрослых. Мы тоже не отказались побегать по его запутанным зеленым дорожкам. В природном парке Ирвин есть возможность изучить и ощутить различные экосистемы, понаблюдать за птицами. Кстати, парк – это перевалочный пункт для перелетных птиц. Здесь они отдыхают на пути между Арктикой и Южной Америкой. Со смотровой площадки мы любовались заливом Фанди, красотой прибрежных скал, поросших могучими елями. Ловили ласковые лучи солнца, такого нечастого в этих краях.
Нам предстоял путь домой, снова в суету и бешеный ритм Нью-Йорка. За эти 7 дней в Новой Скошии мы получили новые впечатления, эмоции и знания. И еще раз убедились, что путешествие – это единственная вещь на свете, покупая которую становишься богаче.